Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание проведению определенных практик и поговорим о том, какие слова перед входом в чужой дом нужно обязательно говорить, и таким образом эти слова уберегут вас от негатива. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много для себя полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Вы уже знаете о том, что каждый предмет и каждая вещь впитывает в себя энергетику своих хозяев. Также и жилье, оно пропитано энергетикой людей, которые в нем живут. И, казалось бы, жилье – это самое безопасное место, где, по идее, ничего не должно нести угрозу. Но на самом деле это не так. И оно может как содержать положительную энергетику, так и отрицательную. При этом может как оберегать нас, так и вредить нам. Об этом надо знать. И есть жилье, зайдя в которое вы чувствуете себя в нем достаточно комфортно, уютно и хорошо. Вам в нем приятно и хочется даже находиться. А все потому, что в нем живут люди, которые имеют положительные созидательные энергии и наполняют свой дом таким позитивом, любовью и очищают его от негативных энергий. А есть дома или квартиры, зайдя в которые вам хочется сразу из него выйти. В нем не то чтобы жить, находиться очень даже некомфортно. А все потому, что такое жилье и те, кто в нем живут, полностью пропитаны негативными энергетиками. Нахождение в таком доме может сильно вам навредить, отобрать ваше благополучие и светлые, добрые энергии. Такое жилье не очищают от негатива, а вы знаете, что негатив притягивает к себе негатив. Также в таком жилье обычно часто ругаются, происходят конфликты между жильцами, и это еще больше притягивает негатив. А если вовремя его не убирать, такое жилье со временем становится даже опасным, ведь энергетика в нем со временем превращается в разрушительную энергию и будет вредить всему светлому, что будет попадать в это помещение. А человек, не зная, что происходит за дверями такого дома, попав в него, может оставить свою положительную энергетику и унести на себя разрушительную энергию такого жилья, принеся весь этот негатив в свой дом и тем самым нарушить особую энергетику уже своего дома и навредив людям, с которыми вы живете. Таким образом, вы можете, возможно, неосознанно притянуть к себе неудачи, несчастья, неприятности и множество других нехороших ситуаций. Поэтому старайтесь не ходить в гости в те дома, где вы знаете, что семья часто между собой конфликтует, где люди всегда в подавленном состоянии, где любят сплетни, ложь и выяснение отношений. Обычно в таких домах ничего хорошего от энергетики уже не осталось. Но не всегда можно отказаться. Иногда есть ситуации, в которых отказаться не получается и приходится идти в гости. Перед тем, как постучать в такие двери, сложите руки домиков напротив лба и скажите такие слова. Защиту выставляю, навредить себе не позволяю. Вокруг меня стена, негатив через нее пройти не сможет никогда. Зайдя сразу, вытрите обязательно ноги об половик. Если его нет, то вытрите об мнимый половик и, выходя из дома, проделайте то же самое. Никогда не находитесь долго в таком доме или квартире, потому что вы выставили защиту, но негативная энергетика такого дома, она достаточно сильна.
Поэтому лучше не рискуйте и подолгу не задерживайтесь в таких гостях. Но есть и другая ситуация, когда вас приглашают в гости, и вы не знаете, что будет ожидать вас на самом деле за дверями, в которые вы войдете. Зайдя в дом, вы можете ощутить тяжелую энергетику жилья, а можете и не ощутить. А иногда даже ощутив у вас, не будет возможности встать и уйти, потому что вы боитесь обидеть людей, к которым вы пришли в гости. А бывают и такие случаи, что энергетика в доме настолько негативная, что вам хватит даже и 5 минут нахождения в таком доме, чтобы негатив окутал вас. Поэтому, чтобы не рисковать и не переживать о том, что можете себе навредить перед тем, как зайти в чужой такой дом, нужно проделать следующее. В дверь нужно постучать или звонить всегда левой рукой, при этом говоря следующие слова. В дом войду, навредить себе не позволю. Защиту выставлю, так как с правой ноги порог перешагну, чтобы в доме этом то в нем и останется, что мое со мной и уйдет. Негативную энергию с собой не заберу, свою положительную домой унесу. Далее, через порог всегда перешагивайте правой ногой и никогда не становитесь на чужой порог, ведь это сакральное место каждого дома, и энергетика его очень сильная. После того, как вы побудете в доме и перед тем, как соберетесь уходить, при выходе из него легонько и незаметно стукните сначала левой ногой, а затем правой и скажите такие слова. Негатив этого жилья своих ног струсила, через порог перешагну, его из дома никуда не возьму, где был, там и останется. Выходите из дома также всегда с правой ноги. Взяв это за простое правило, вы никогда не подберете себе негатив из чужого дома и не оставите свой. Когда вы побывали в гостях и когда вы выйдете уже на улицу, сразу научитесь подпитываться положительной энергетикой. Это очень просто. Для этого немного расставьте руки в стороны, но не поднимайте их. Разверните ваши ладошки к небу, сосредоточьтесь и скажите такие слова. Положительные энергии ко мне придите, через ладоши мои меня окружите. Проговорив эти слова, вы почувствуете, как по вашим пальчикам будет циркулировать энергия. После этого потрите не спеша 7 раз ладошка об ладошку по часовой стрелке. Таким образом вы ощутите тепло. Друзья, это очень простые практики, которые мы озвучили сегодня в этом видео, и они действительно помогут вам уберечь вашу энергетику от неблагоприятного влияния, и вы не принесете негатив в свой дом. Поэтому, так как у каждого дома своя энергетика, и вы действительно не знаете, что там происходит за дверью. Друзья, мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, и мы услышимся с вами в следующем видео.